Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске будем декорировать женский торт, и заодно я покажу, как сделать вот такой эффектный топпер из обычной карамели. Подписывайтесь на канал, кому интересно, и не пропускайте новых выпусков. Приготовим карамель для топпера. Нам нужен сотейник с толстым дном. Соединяем в сотейнике сахар, воду и добавляем чайную ложку сиропа глюкозы. Сироп глюкозы нужен для того, чтобы сахар не кристаллизировался. Вместо сиропа глюкозы можем взять также патоку, либо инвертный сироп. Теперь немного смешаем эту смесь и ставим на средний огонь. Для приготовления карамели нам понадобится термометр. Добавляем сюда каплю черного красителя. У меня фирма Americolor номер 101. Карамель уже, я вижу, закипает. Слегка смешаем, чтобы краска разошлась. И нам нужно уварить этот сироп до 145-150 градусов. В принципе, ничего делать не нужно. Время от времени мы следим за температурой. И когда вот у меня уже на градуснике получается подходящая температура от 145 до 150, снимаем с огня и ждем буквально до минуты времени, чтобы карамель успокоилась. Выливаем на силиконовый коврик. Вот видите, она уже без пузырей, получается гладкая. И оставляем, чтобы карамель полностью затвердела. После этого нам нужно карамель измельчить. Посмотрите, какой у нее интересный цвет получился, как будто шоколадный, но на самом деле это как бы бордовый с фиолетовым оттенком. Ломаем на кусочки, убираем вот эти куски в пакет, плотно закрываем и скалкой измельчаем. Нам нужны и осколочки побольше, и совсем мелкие, даже крошка, я бы сказала, как песок. Вот измельчаем. Теперь вот эту крошку засыпаем в форму. В данном случае я использую вот такую капельку. Если у вас нету металлической формочки, можно сделать из фольги. Также все получится. Вот у меня 2 капли. Это будет для камней. Закладываем и большие кусочки, и маленькие. И вот сверху посыпаем таким крошкой, как бы совсем песком. Таким же образом засыпаем осколки карамели в силиконовые молды. После этого нам нужно еще раз сварить небольшую порцию обычной карамели. Сварить карамель уже можно без градусника. Нам нужно карамель довести вот до такого янтарного цвета. И заливаем сверху горячей карамелью. Тем самым мы связываем осколки предыдущие. Здесь янтарное, золото, там бордовое с фиолетовым оттенком. И получается вот такой интересный и эффектный топпер. Сразу крепим шпажки к цифрам, макаем горячую карамель и просто прикладываем. Оно сразу схватывается. Все, теперь оставляем до полного затвердения. В итоге у нас получается такой интересный топпер и также камни. Теперь переходим к торту. Вначале сделаем вот такую сетку. Сетка делается из специальной смеси. Ссылка на рецепт есть в описании под этим видео. Закладываем смесь в кондитерский мешок, и насадка у меня номер 1. Выдавливаем немного смеси, фиксируем это на коврике, поднимаем насадку немного выше, в то же время выдавливаем крем и тянем, делаем первую линию, фиксируем и отпускаем. Следим за тем, чтобы линии у нас ложились ровно и на одинаковом расстоянии друг от друга. Приблизительный размер моей сетки где-то 12 сантиметров на 14. После этого оставляем, чтобы она полностью высохла, минимум на 10 часов, а после этого снимаем с коврика. Сетка у нас получается гибкая, и здесь я ее немножко округлю, отрежу один угол и сделаю более круглой. Теперь, чтобы посмотреть, как точно она должна лечь на торт, прикладываем к торту. И здесь я еще делаю надрезы, отрезаю немножко так, чтобы сеточка легла
таким образом, как нужно мне по композиции. После этого сетку я буду красить золотым кондурином. Сначала прохожусь влажной кисточкой по сетке, а потом сухим золотым кондурином. Называется античное золото. Продается в магазинах для кондитеров. И после этого крепим уже на торт, окончательно на то место, где у нас будет декор. Ничем клеить не нужно, крепим просто на кремовое покрытие. Торт, конечно, должен быть из холодильника, холодным. На торте у меня покрытие ганаш средней плотности. Все, основа у нас есть, и теперь мы будем делать элементы декора. Для этого я взяла вот такой молд. Буду использовать только вот один узор с завитушками для камней. Для орнамента можно брать шоколадную массу, либо сахарную мастику, либо сахарную пасту. Ну, в принципе, любой материал здесь подходит. Вот таких два ажурных орнамента буду использовать для камня. Здесь мы немножко подкорректируем и сделаем выемку по центру более округлой, чтобы в нее можно было вставить карамельный камень. Дальше буду еще делать не полностью рисунок, а только вот мне нужны вот эти завитушки. Закладываем вовнутрь, делаем четкий отпечаток, все лишнее убираем, и у нас получается такой красивенький узорчик. Но я еще его разрезаю пополам, так как мне нужна как бы окантовка для композиции. Таких завитушек для моей композиции ушло где-то 12-15 штук. И еще сделаем несколько цветов разного размера. Размеры я опишу в описании под видео. Вот несколько цветочков и несколько листьев. Листья обработаю вайнером, так будет интереснее, если будет текстура на листке. Вот, в принципе, и все. Сейчас будем собирать нашу композицию. Я буду импровизировать, поэтому надеюсь, что у меня получится что-то красивое. Элементы декора я клеила на воду. Ну вот такой вариант у меня получился. Ну, в принципе, мне нравится. После этого окрашиваем также все золотым кондурином. Здесь я уже разводила кондурин с водкой и окрашивала каждый элемент отдельно. Карамельные камни клеим на шоколад. И также окантовку для камня окрашиваю золотом уже после того. Вот такая красота у меня получилась. По-моему, эффектно смотрится. И сверху мы еще прикрепим топперы. Очень бы хотелось, чтобы этот видеоурок был для вас полезным. Если все-таки будут вопросы, пишите в комментариях. Желаю всем больших творческих успехов. До встречи в следующем выпуске. До свидания.